Всем привет! Сегодня на обзоре бюджетный мини-ПК Nincare N9 с энергоэффективным процессором на архитектуре Alder Lake N 12 поколения. Компьютер имеет синий-серый цвет, выполненный полностью из АБС пластика. Размер устройства скромный, позволит разместить его в любом месте. В комплекте есть переходник на крепление на монитор. Вес устройства составляет 370 грамм. Начнем с характеристик, кратко о самом важном. Процессор Intel N95, 4 ядра и 4 потока с частотой до 2,7 ГГц на все ядра и 3,4 ГГц на 2 ядра, то есть при нагрузке менее 50%. Поддерживает 3 монитора, подключенные через Type-C, потребует питания через отдельный блок, HDMI с поддержкой HDR и DisplayPort для современных мониторов. Поддержка 8К для такого процессора – неподъемное разрешение, скоро узнаете почему. Тут скорее стоит учитывать полноценную поддержку 4К разрешения. Встроенная графика имеет 16 исполнительных шейдерных блоков с частотой 1200 МГц. Важным достоинством является поддержка Intel QuickSync Video 8 версии, более плавный просмотр видео в монтажных программах, а также ускоренный экспорт финального видео. Установлена оперативная память типа SOC DDR4 8 ГБ. Двухранговая, с частотой 2666 МГц и таймингами CL19. Процессор не поддерживает двухканальный режим, поэтому все мини-ПК с данным процессором будут иметь только один слот для оперативной памяти. Есть слот M2 с поддержкой SSD накопителя, только для SATA устройств, без поддержки NVMe накопителей. Присутствует гигабитный порт проводного интернета и распаянный двухдиапазонный Wi-Fi модуль 5 версии, совмещенный с Bluetooth модулем версии 4.2. Предустановлена активированная Windows 11 Home, кому-то может быть это важно. Все рекомендации по апгрейду, улучшению рекомендую делать как минимум после недельного тестирования в различных требовательных и длительных по времени задачах. Рассмотрим аппаратную часть. При открытии задней крышки мы увидим следующее. Распаянный на плате Wi-Fi Bluetooth модуль. Что приятно, но хотелось бы увидеть полноценный M2 слот для замены на более производительный, либо для подключения второго SSD накопителя. Для максимальной скорости интернета я бы рекомендовал использовать проводное соединение, либо купить внешний Wi-Fi модуль с двумя антеннами для стабильной работы. Особенно если между вашим мини-ПК и роутером находится препятствие в виде железобетонных стен или металлических конструкций. При снятии платы будьте осторожны и не повредите кабели антенн Wi-Fi Bluetooth, которые прикреплены к верхней части корпуса. На плате имеется один слот для оперативной памяти с максимальной частотой 3200 МГц и поддержкой до 32 ГБ. Я установил 32 ГБ для плавной работы видеомонтажа при работе с временной шкалой предпросмотром, так и для ускорения экспорта финального видео. При попытке смены частоты памяти в BIOS у меня он отказывался работать, даже указав родную частоту, так что поддержка разгона ОЗУ под вопросом. Неплохим вариантом будет купить двухранговую планку, которая даст дополнительный прирост производительности, как собственно я и сделал. SSD-накопитель. Заменять я бы его не стал. Проще подключить внешние диски, используя хаб или док-станцию с внешним питанием. USB-порты ограничивают ток, даже несмотря на замену блока питания, но об этом чуть позже. Также не забываем, что охлаждение для оперативной памяти и SSD-накопителя не предусмотрено, а это крайне важно, так как греться плата будет выше нормы. Из простых вариантов решения данной проблемы я рекомендую купить медные или в крайнем случае алюминиевые радиаторы высотой не более 9 мм. Сняв плату, мы увидим с обратной стороны неплохой по размерам радиатор и небольшой вентилятор с двухпиновым коннектором, то есть регулировка скорости оборотов отсутствует, а значит работать будет всегда на 100%. Сам по себе вентилятор слабый по мощности. Хорошо охладить при длительной нагрузке процессор он не сможет, что неудивительно, так как это один из самых доступных ПК с данным процессором на рынке. Когда снимем радиатор, увидим нанесенную большим слоем термопасту. Зачем так много непонятно, но в любом случае под замену. Покупаем качественную и наносим тонким слоем по всему чипу. Затем все собираем в обратной последовательности. Процессор скинет от 5 до 10 градусов. Если есть опыт и желание повысить производительность, то рекомендую использовать жидкий металл для процессора. Главное не переборщить, чтобы содержимое не попало на плату. Из-за большого размера чипа нанести его будет чуть проще, чем на обычный процессор. В таком случае температура упадет на 10-15 градусов. Средний срок службы пасты и жидкого металла будет примерно 3 года. Теперь, что касается блока питания. 2 А ему недостаточно. Даже при ограничении в 10 Вт ему не хватает мощности. Я купил на замену 6-амперный и не прогадал. В требовательных задачах, а также при подключенном хабе с внешними дисками,
они запитаны отдельным блоком. Потребление в пике составило 60 Вт, а это 12 вольт и 5 ампер, то есть запас мощности примерно 20%, что является оптимальным выбором для данного мини-ПК. Подозреваю, что и для других мини-ПК с таким же теплопакетом в 15 Вт данный блок будет оптимальным выбором. Цены на блок 3 ампера и 6 ампер не сильно отличаются, поэтому постарайтесь купить с запасом для стабильной и длительной работы, как самого устройства, так и блока питания. Сам блок питания имеет напряжение 12 вольт и гнездо 2.1-2.5 на 5,5 мм, которое подойдет для различных устройств. Переходим к BIOS. Настроек много. Это является его минусом. Для изменения нужных нам параметров может потребоваться отключение защитных функций, которые нужно будет еще найти. Сейчас расскажу, как повысить частоту процессора. Не путать с разгоном. Мы лишь хотим стабилизировать частоту процессора на максимальном значении. Для начала нам потребуется отобразить скрытые настройки. Заходим в Boot, Simplification Mode, выбираем Detail или Release. Оба варианта отображают нужную нам вкладку. Теперь переходим в Advanced. Заходим в Power and Performance, выбираем CPU, GPU не трогаем, он изначально работает на максимальной частоте. Важно отключить Power Limit 4, Override. Его значение блокирует наши изменения. Затем переходим в View, Configure, Turbo Options. Здесь в строке Power Limit 1 меняем значение на нужное нам. Например, для работы в 10,5 Вт нужно вписать значение 10500. Не забудьте в Power Limit 2 вписать аналогичное значение. В теории можно отключить PL2 и менять только значение PL1, но я не тестировал это. Как говорится, работай, не трогай. О том, какое значение лучше всего вписать, я сейчас расскажу. Тестирование TDP я проводил в программе AIDA с одновременной нагрузкой на CPU, FPU, кэш и iGPU. Время тестирования от 5 минут до первого тротлинга, снижение частоты процессора из-за перегрева. Данный бенчмарк эмулирует максимально возможную нагрузку, которая только возможна на данном компьютере. Чаще всего частота процессора у вас будет чуть выше описанных ниже значений. Теперь о результатах. 5 Вт – минимально возможное значение, или 8 Вт, если 5 Вт вам недостаточно. Отличный вариант, если использовать компьютер в виде файл-сервера или другой минимальной нагрузки на процессор. Также не забудьте отключить коннектор питания вентилятора для бесшумной работы. Радиатор позволит работать в таком режиме. 12 Вт с кратковременным превышением до 15 Вт. Это значение по умолчанию или при сбросе BIOS. Сбросить можно в BIOS или кратковременно нажав на кнопку сброса рядом с кнопкой включения. Это скорее баланс между потреблением, производительностью и температурой. Учитывая, что процессор довольно слаб, пиковая частота в 1,9 ГГц будет сильно тормозить работу системы, сравнивая с более высокими значениями мощности. 15,5 Вт – это тот порог, при котором он будет работать большую часть на 99% при продолжительной нагрузке до 3 часов. Рекомендую для большинства пользователей. 18 и более Вт стабилизирует максимальную частоту процессора и значительно повышает температуру, позволит процессору работать на максимальной частоте в 2,7 ГГц. Рекомендую только для тех, кто вместо термопасты нанесет жидкий металл. Размер видеопамяти. Мне не удалось изменить значение выше 128 МБ. Скорее всего, нужно изменить ряд других настроек, которые мне неизвестны. Но это не так критично, так как при работе система сама выделит до 50% от максимального размера оперативной памяти при необходимости. Просто по возможности увеличьте размер для встроенной графики, чтобы уменьшить задержки при работе различных графических программ. Переходим к программной части после загрузки операционной системы. При первоначальном запуске компьютера мы сможем обновить Windows 11 или установить Windows 10. Рекомендую версию LTSC 2021 года для лучшей производительности. Устанавливать версию LTSB 2016 года или другие старые билды не рекомендую из-за видеоадаптера, драйвера которых не установятся и будут лучше всего работать лишь на современных версиях Windows. Из-за особенностей моего монитора, после установки видеодрайвера, монитор перестал выводить изображение. Если вы с таким же столкнетесь, то рекомендую подключить другой монитор и установить видеодрайвер от другого мини-ПК Beelink S12 с таким же процессором N95 на борту. После вы сможете обновить данный видеодрайвер до последней версии при желании. Если же вы не сможете зайти в BIOS, то вам также потребуется подключить другой монитор для его настройки. Теперь кратко о возможностях встроенной графики при просмотре видео. В YouTube при разрешении 4К 60 FPS мы увидим незначительные потери кадров, но лишь в оконном режиме. Тестировал с кодеком AV1.
Работает он лучше остальных, и, к счастью, он будет использоваться по умолчанию. Кодек VP9 работает хуже, с частыми подгрузками, поэтому его лучше не использовать. При просмотре скачанных 4К видео мы увидим плавный видеоряд, без задержек. Аналогично должно быть и для различных платных сервисов для просмотра видеоконтента. Если усложнить задачу и включить расширенный динамический диапазон или проще HDR, то ситуация станет неоднозначной. С одной стороны, если смотреть любое видео в YouTube, то они все будут тормозить. Встройка не справляется с просмотром, независимо от выбранного разрешения или браузера. Даже плавность работы компьютера это подтверждает. С другой стороны, если смотреть видео через платные сервисы или открыть файл на компьютере, то ситуация полностью противоположная. Потери кадров отсутствуют, и смотреть видео можно будет максимально комфортно. Получается, есть два варианта действий. Первое – отключить HDR при просмотре видео на YouTube. Также касается Rutube и других бесплатных сервисов. И включать по мере необходимости. Второй вариант – отключить HDR и забыть о нем. Количество цветов будет меньше, но зато будет все работать плавно и стабильно. Рекомендую для большинства пользователей. Интересная ситуация с видеомонтажом. В DaVinci Resolve во вкладке «Монтаж» видеоряд очень плавный, даже при быстрой перемотке в обе стороны. Тестирую на заметку тяжелое 4К видео с эффектами. Если перейти во вкладку «Монтаж», то предпросмотр будет долго грузиться, то есть не позволит комфортно работать, независимо от качества видео. Даже ситуация с оптимизацией предпросмотра лишь незначительно влияет на это. Значит, нам придется большую часть проводить в более оптимизированной вкладке «Монтаж», а в сборке уже использовать расширенные настройки, когда обойтись без них не получится. В Premiere Pro ситуация намного лучше. Есть лишь незначительные проблемы с предпросмотром тяжелых видео. В простых 4К видео, переходов и других эффектов все работает плавно, как и должно быть. Если же брать простые офисные задачи, работа с документами, таблицами и просмотр сайтов в браузере, то скорость работы приемлемая. Даже забываешь, что сидишь за компьютером, который стоит чуть больше $100. Если рассматривать игры, то готовьтесь к худшему. Запускать рекомендую в полноэкранном режиме, без рамки, в HD разрешении, для максимальной производительности, без черных рамок по бокам. Большинство из них не смогут работать при стабильных 60 кадров. Встроенная графика не рассчитана на такую нагрузку. Я сделал 5 тестов в различных играх, и думаю, вам будет интересно узнать, на какую производительность можно рассчитывать, имея на руках данный процессор. В игре Seven Days to Die в 720p и 20% рендера, пиксельная размытая графика, мы сможем наблюдать чуть выше 30 кадров на пустой местности. Разумеется, речь о городах с высотками и про Ночь Орды можно забыть. В CS 1.6 можно играть на максимальных настройках, лишь при Full HD разрешении. Если же поднять разрешение до 2К или 4, то в тумане, дымовая граната, FPS будет опускаться до 20 кадров, которые не позволят насладиться игрой. В игре Factorio при 720p поначалу будет 60 FPS. По мере развития базы количество кадров будет падать. В среднем она будет на уровне 45 кадров. В игре Call of Chernobyl при рендере DirectX 8 в среднем количество кадров будет 60, с редкими просадками до 20, при большом количестве фантомов от пси-излучения. В игре Ex Machina Community Remaster, патч для работы на современных OS, количество кадров в среднем будет 60, с редкими просадками до 45. Все тестируемые игры, кроме CS, были настроены на самые минимальные настройки. Лучше всего будут работать игры 10 и более лет давности на рендере OpenGL или DirectX 8. Сделаем краткий вывод из всего вышесказанного. Что рекомендую сделать после проверки устройства? Первое. Заменить оперативную память на 16 или даже 32 гигабайта. Даже браузеру при открытии нескольких вкладок не хватает 8 гигабайт, что приводит к зависанию. Файл-подкачка лишь отчасти решает эту проблему. Второе. Использовать проводной интернет или купить Wi-Fi адаптер с двумя антеннами. Встроенный Wi-Fi модуль слаб и не позволит комфортно работать в интернете, если есть препятствия в виде железобетонных стен или металлических конструкций. Третье. Переустановить OS Windows 11 на Windows 10 редакции Home, Pro или LTSC. Что желательно сделать? Первое. Заменить термопасту на более качественную, снизить температуру процессора на 5 и более градусов. Она прослужит в среднем 5 лет, то есть менять ее, скорее всего, вам не придется. Второе. Поставить радиатор на оперативную память и SSD-накопитель. Лучше всего медные, в крайнем случае алюминиевые, высотой до 9 мм. Третье. Купить хаб или док-станцию с внешним питанием, так как сам ПК ограничивает ток для USB-устройств. Если вы не планируете заменять оперативную память, то вам обязательно потребуется программа OO Shut Up 10. Она бесплатная. Позволит отключить ненужные службы и фоновые приложения, которые нагружают память. Сэкономит до 4 ГБ при длительной работе, что с учетом объема крайне важно. Рекомендую выбирать все рекомендованные настройки во избежание различных проблем при работе в дальнейшем. Данной программой я пользовался на протяжении многих лет и могу сказать наверняка, что проблем при работе я не наблюдал.
Тестировал только на Windows 10. 11 я даже не рассматривал, так как скорость работы ее меня крайне разочаровала. В целом это неплохой мини-ПК для различных сценариев использования с учетом своей цены. Могу рекомендовать к покупке, особенно если купите версию с памятью DDR5. Главное не перепутать с LPDDR5, это распаянная память на плате. В таком случае расширить объем у вас не получится. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте оценить его. Важно! Канал сложно найти в поиске, поэтому советую подписаться. Если остались вопросы, то не забудьте задать их в комментариях. Скоро увидимся.